Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой браслет и серьги в технике фриволите иглой. Для их выполнения нам понадобится очень простой мотив. Очень надеюсь, что вам понравится этот мастер-класс, и если да, то буду рада видеть ваши лайки и комментарии под видео. Подробный список необходимых материалов, как обычно, указан в описании под видео. Предлагаем начать с сережек. Оставляем маленький хвостик и набираем 14 узелков фриволите. Если вы впервые на моем канале и еще не знаете, как выполняется узел фриволите, пико, кольцо или дуга, то вы можете посмотреть подробный урок на эту тему на моем канале. Ссылка есть в правом верхнем углу или в описании под видео. Закрываем кольцо, переворачиваем работу и выполняем узелок. Выполняем еще одно точно такое же кольцо. Отрезаем ниточки и заправляем их в узелки. Аккуратно отрезаем лишние кончики. Первый элемент готов. Откладываем его пока в сторону. Теперь приступим к основному элементу. Оставляем хвостик чуть побольше и набираем 22 узла для первого кольца. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Выполняем рядом еще одно такое же кольцо. Закрываем кольцо, вновь не переворачивая работу. Выполняем еще одно кольцо, только в этот раз набираем 24 узелка. Закрываем кольцо, как вы уже, наверное, догадались, не переворачивая работу. Выполняем последнее кольцо. В нем также будет 24 узелка.
Закрываем кольцо и присоединяем его к самому первому кольцу. Выполняем еще один узелок и отрезаем ниточки. Заправляем ниточки в рядом расположенные узелки, а затем аккуратно отрезаем лишнее. Это и есть наш основной мотив. Для одной серьги таких мотивов нам понадобится 4 штучки. Берем наш первый элемент и один из мотивов. Нам нужно продеть большие колечки в колечки первого элемента. Теперь продеваем колечки из 22 узелков в большие колечки. Вот что у нас получилось. Теперь таким же образом присоединяем следующий мотив. Сначала продеваем большие кольца, а затем меньшие кольца. Присоединяем еще два мотива. Теперь нам нужно набрать 12 узелков.
Пройдите иголкой через кольца последнего мотива и закройте кольцо. Отрезаем ниточки и прячем их в узелки. Присоединяем швензу к верхнему колечку. У меня получились вот такие серьги. Для выполнения браслета нам также понадобится вот такой элемент из двух колец. Только кольца нужно сделать немного больше, из 16 узелков каждое. Первый мотив присоединяем таким же образом, как и в серьгах. Присоединяем последующие мотивы так же, как и в серьгах, и выполняем половину браслета. Вторая половина будет идти в другую сторону. Просто присоединяем еще один мотив к первому элементу с другой стороны. Я использовала по 6 мотивов с каждой стороны. Осталось присоединить замочек с одной стороны и цепочку-удлинитель с другой.
Вот и все, браслет готов. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поддержите его лайками или поделитесь вашими впечатлениями в комментариях. Кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте на звоночек, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Всем большое спасибо за просмотр. Пока-пока!